Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, дорогие зрители. Рад всех видеть, приветствовать. Очередная лекция из цикла «Младшие арканы Таро». Старшие мы уже прошли, да, есть на канале. Если кому-то интересно, пожалуйста, поищите. Есть плейлист со старшими арканами. Вот. Ну и, соответственно, для комплекту нужно, чтобы были младшие арканы. Тузы мы с вами уже разобрали на предыдущей лекции. Длинная получилась лекция, 2 с лишним часа. Длинная она потому, что тузы все-таки это арканы, карты, которые символизируют скорее всю стихию, да, поэтому вот о них было сказано много, с предварительным вступлением, что такое стихии, что это в общем и целом разделение по ощущениям человеческим, по характерам, по ситуациям, которые всегда окрашены в одну из 4 стихий, скажем так, какая-то из стихий превалирует. Двойки — это уже более узкое понятие, более конкретизированное, и каждая последующая карта, она будет потихонечку разворачивать вот это понимание, вот это ощущение. Вот об этом и будем говорить. Рассматриваю я младшие арканы четверками. Вот, например, в прошлый раз мы рассматривали тузы, все 4 туза разобрали. В этот раз у нас будут двойки. Двойка пентаклей или динариев, да, по-разному называют. Двойка жезлов или посохов. Двойка мечей. Изредка их называют двойка сабель. Но это скорее от английского, да. Вот. И двойка кубков или двойка чаш. Я называю обычно кубки, пентакли и жезлы. Так, ну что ж. Хорошо. Вот об этом будем сегодня говорить. Разберем в основном значение карт. Основной смысл каждого младшего аркана, каждой двоечки разберем, посмотрим, если есть какая-то предыстория карты, если я раскопал, да, вот допустим, как по двойке, я раскопал фотографию, которая ярко иллюстрирует, почему у героя карты двойка пентаклей такая вот высокая красная шапка, да, вот об этом чуть-чуть позже поговорим. Хорошо, значит, что из новостей по каналу? Вот записываем видео по младшим арканам. Если интересный старший, как я уже сказал, поищите плейлист. Может быть, будет где-то ссылочка. Я размещу ссылочку вот на плейлист, кому интересно. Было интересное вчера событие, да, такое несколько сбивающее с толку. Лег у нас Facebook и, собственно, все, что связано с Фейсбуком. Инстаграм упал, не работал WhatsApp. А на WhatsApp у меня завязано все общение с моими учебными группами. Я постоянно провожу обучение в онлайн-группах, там по 7 человек, небольшие маленькие группы, чтобы можно было общаться с каждым человеком. Опять же, отдельно есть видео по вот этим самым группам, где вы можете посмотреть, как происходит обучение в этих группах, что я даю на своих курсах. Вот. И для того, чтобы наладить общение нормальное, я обычно использовал WhatsApp, но вот вчера WhatsApp подвел, 6 часов не было у нас связи через WhatsApp. Работаю я обычно в Zoom, но ссылочки вот на эти самые лекции в закрытые я бросаю через WhatsApp. Так как WhatsApp лег, то пришлось искать какие-то альтернативные пути. Ну и должен вам сообщить, что у меня есть Telegram, конечно, у меня есть разные каналы общения, но вот самое удобное это WhatsApp и Telegram. В Телеграме не так много народу, так как он еще не очень распространен, но тем не менее он все больше и больше захватывает аудиторию. Поэтому ВКонтакте, то есть поищите в описании к этому видео мои контакты, WhatsApp или Telegram. Есть еще группа ВКонтакте, но там я бываю совсем редко. Ну, я так думаю, в связи с этими последними перипетиями, возможно, я там буду появляться почаще. В общем, подписывайтесь там, где вам удобно. Конечно, подписывайтесь на канал. Так вам будет проще следить за очередными лекциями. Лекции планируются. Планирую закончить все младшие арканы. Продолжить еще цикл такой около философский по старшим арканам. И просят меня очень активно по Монаре. Наверное, надо думать что-то по Монаре, какие-то лекции будут, возможно, какие-то курсы по Монаре будут, пока обещать быстро не могу, но это все будет. Это все будет, поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, делитесь ссылочками, да, вот, держите себя в курсе.
Если вы подпишетесь на YouTube, допустим, и там нажмете колокольчик, проверите, то YouTube вроде как должен высылать вам оповещение о том, что у меня началась трансляция, либо вышло новое видео. Это удобно, но не всегда работает. Поэтому подписывайтесь в Telegram. В Telegram я всегда бросаю ссылочку даже заранее чуть-чуть, да, на новые эфиры и на каждое следующее видео, которое выходит. Собственно, вот. Да, вот, YouTube не хочет предупреждать. Такое и есть, да, бывает. Поэтому подписывайтесь на Telegram, или как ее принято называть в последнее время, Телега, да. Вот, в Телеграме там вроде пока все срабатывает. Хорошо. Ну что ж, поехали по двойкам, да. То, как бы самореклама, это, конечно, хорошо, и подписываться, держать друг друга в курсе каналов общения нужно, но мы с вами тут присутствуем на лекции. К этому и вернемся. Двойки. Двойка пентаклей, двойка жезлов, мечей и кубков. Чем характеризуются двойки? Я не то чтобы прям так остро затрагиваю аспекты нумерологии. Я вообще с нумерологией слабо знаком, да? Не особо ей интересуюсь, потому что голая символика цифр меня не особо привлекает. Я вот визуал по типу характера, наверное, да, и вот карта Таро — это для меня идеальный инструмент для работы с человеческими эмоциями. Напомню, что карта Таро — это, ну, если вы в курсе, либо если вы не в курсе, то сообщаю, что карта Таро — это визуальный инструмент для понимания человеческих эмоций, для ощущения, для представления клиенту в виде какой-то картинки, чтобы клиент сразу понял, о чем речь идет. Конечно, это все хорошо работает, допустим, со старшими арканами, где символика такая глубоко философская и опирающаяся на архетипы психологические, которые понятны подсознательно каждому человеку. А вот младшие арканы, они такие уже как бы, ну как сказать, более искусственные, что ли, да? В частности, вот колода Уэйта была нарисована им и его помощницей, или как соратницей, да, партнершей по работе Мари Колман Смит. То есть она рисовала, он придумывал эти картинки. Придумывал не просто так, не просто из головы брал, хотя большую часть, конечно, из головы. Где-то заимствовал, где-то додумывал сам. Где-то у него, ну вот, допустим, по жезлам у нас отчетливо видна история развития этих самых арканов, да, то есть как какая-то идея, какая-то мысль, какое-то желание захватывает человека, человек начинает развивать это желание, и к чему он постепенно приходит, к контролю над ситуацией, контролю над своими желаниями. Вот. Ну и заодно и контролю над желаниями других людей. Ко всему этому мы приходим в королях уже, да. Напомню, что придворные карты, они показывают скорее степень управления человеком, ситуацией, в которой он находится. А вот цифровые карты, они показывают скорее путь человека по развитию этой самой ситуации. Например, жезлы у нас показывают путь развития желания человека от начала до осуществления идей. Пентакли — путь развития формирования какой-то идеи, либо путь умения обращаться с материальным миром, как-то работать с деньгами, понимать, как они вращаются в этом мире и использовать их сильные стороны, избегать слабых сторон. По мечам это умение работать с информацией, умение силовыми методами решать какие-то свои проблемы, либо проблемы других людей. И, соответственно, кубки у нас тема развития эмоций, развитие эмпатии, можно сказать, да, и как человек проникается своими эмоциями, как учится читать свои эмоции, понимать свои эмоции, договариваться с ними, использовать их себе во благо. Ну и, соответственно, то же самое может происходить с чужими эмоциями, если фокус внимания человека направлен на эмоции другого человека. В частности, это и происходит у нас в картах Таро. Когда вы читаете карты Таро, когда вы разбираете расклад человека, то получается так, что вы пытаетесь прочитать его эмоции в прошлой ситуации, в настоящей ситуации, либо в ситуации будущего. Поэтому кубки, они скорее говорят вот о ситуации будущего, о том, что будет чувствовать человек в каком-то последующем будущем. Так, что у нас в чатике? Я буду временами отвлекаться на чат, просто потому что там встречаются интересные вопросы. Если у вас есть какие-то интересные вопросы, не стесняйтесь, прямо во время прямого эфира задавайте. Если это будет в тему, я обязательно отвечу сразу же. Если это будет чуть-чуть не в тему, я в конце лекции на ваши вопросы поотвечаю с удовольствием. Я люблю прямые эфиры, они меня, скажем так, подпитывают энергией, заводят, да. Хорошо.
Вот, собственно, собственно, сегодня у нас двоечки. Если вам интересна система развития этих младших арканов, кратенько, она есть у меня в курсе по младшим арканам, скажем так, в экспресс-курсе, в таком интенсив-курсе, да, есть опять же плейлист. Я постараюсь повесить ссылочку вот на этот плейлист где-то. Вот, и у нас, собственно, будет развитие по линии. Сегодня мы берем двойки. Двойка пентаклей. Начнем с земли, с материи, с материального мира, с пониманием того, как все это дело развивается у нас по двойке. Сколько продолжится эфир? Не знаю. Не знаю. Пока не знаю. Вот, допустим, с пентаклями у нас было больше 2 часов эфир. Был длинный. Просто потому что, вернее, с тузами. С тузами был длинный эфир, потому как тузы очень широкие карты. Они, значит, очень много всего. И там нужно было много разных значений, да. И по каким-то ключевым словам, и по каким-то значениям. Вот, сегодня у нас будет такая более общая лекция, да, пробежимся по двойкам, покажем общие, скажем так, общую тематику двоек, что связывает все двойки, в чем разница между стихиями. Одни двойки, одна двойка, вторая, третья, четвертая. Вот на этой разнице можно ощутить разницу стихий очень хорошо. Итак, двоечки. Поэтому, длится где-то, может быть, будет час, может быть, полтора. Если я затяну немножко, то и 2 часа. В любом случае, лекция будет сохранена. Не волнуйтесь, эфир никуда не потеряется. Я надеюсь, что все будет хорошо. Двойка пентаклей. Во-первых, как я уже говорил, почему тут у нас такой образ, да, что хотел автор показать своим произведением, да, что за история у нас в двойке пентаклей. Почему тут перетекание из одного в другое, и почему у нас тут кораблики, какие-то волны, что за человек, почему у него такая красная шапка длинная, смешная. Вот. Некоторые говорят, что это шут. Это шут, скачет, радуется, что у него хорошо, что он, обращает внимание только на материальную жизнь, это же пентакли. Это чуть-чуть не так. Дело в том, что да, шапка у него такая высокая, длинная, смешная, похожа на шапку шута, но это наш взгляд, который нам кажется, таким шаблонным. Является несколько шаблонным. Почему? Потому что мы не знаем, что это за шапка такая. Если поискать хорошенько, хотя бы 100 лет назад, посмотреть источники, почему человек носит такую длинную шапку, если вспомнить, что автор колоды англичанин, который хорошо знаком с традициями мореплавания, просто потому что в то время, 1910 год, да, еще хорошо чувствуется влияние поствикторианское такое, да, когда Англия, Британская империя была владелицей всех морей, океанов, да, и вот их парусники Остинской компании, частной компании торговой, бороздили как-то просторы мирового океана, и англичане хорошо знали, что это такое, хорошо знали, что такое торговля, это у нас будет хорошо видно в жезлах. И хорошо знали, что такое мореплавание. В конце концов, Англия — это остров, да, Великобритания, Британские острова. И в частности, так, виноват. Тут программка очень удобная, но она временами выходит из-под контроля. И вот эта шапка, она значит просто-напросто шапка рыбака или моряка, матроса. В частности, вот такие красные шапки. Я не знаю, во всем ли это флоте было так принято, да, но вот, по крайней мере, фотография 1898 года, то есть за 10 лет до выхода колоды, автор хорошо знал, что вот такие красные шапки носили моряки. Зачем они такие смешные были, да, вроде бы, что-то такого торчит, что-то сверху такое. На самом деле жили-то они в трюме, палубы были расположены плотненько, низко, и чтобы, приходилось часто стукаться головой, случалось стукаться головой. Это у них что-то такое типа строительных касок, да, если вот шапку так сплющить, как вы видите вот у персонажа, да, вот на заднем плане. Вот эта шапка предохраняла голову от удара о палубу, там, либо о реи, о какие-то снасти, вот. Скажем так, давний аналог наших строительных защитных каких-то касок таких. Вот, поэтому у нас на картинке моряк. Это моряк, в частности, торгового флота с Фарерских островов,
Фарерские острова — это английская колония была на тот момент. Поэтому, да, у нас тут присутствует моряк. Что это нам дает? Во-первых, карты Таро, напомню, это ощущение. Ощущение эмоциональное, скорее. По земле, конечно, там ловится ощущение. И вот если мы поймем, что это моряк, и видим, что он, ну, допустим, он на твердой земле, на заднем плане происходит качка. И если вы хоть раз ездили длительное время, скажем так, на том самом, на поезде, да, в плацкарте, либо в купе, неважно. Если вы ехали сутки, либо двое, да, через Россию, допустим, ехать долго, можно и двое-трое суток, и неделю можно ехать. У меня родня как-то жила возле Иркутска, да, там вот за Забайкалье. Туда нужно было ехать неделю. И вот после того, как вы неделю едете, потом сходите на твердую землю, у вас создается ощущение, что земля качается. То есть организм привыкает к чему-то и начинает чувствовать себя привычным образом в изменяющейся ситуации. То есть, о чем это говорит? Человек на карте у нас приспосабливается к качке. Вот. Он не скачет, он не танцует, он переступает с ноги на ногу, чтобы ловить равновесие на качающейся палубе. Потому что ситуация меняется, и человек приспосабливается под изменение материального мира. По пентаклям у нас идет, по тузу пентаклей у нас идет материальный мир. Да? Вот он, туз пентаклей, и есть материальный мир. Следующая степень развития материального мира — это его изменение физическое. Начинаются какие-то перемены. Вот мы к чему-то привыкли по тузу пентаклей, нам хорошо, комфортно, тепло, безопасно. В общем, все то, что относится к положительной стороне Земли, пентаклей, материального мира. Да? Происходит развитие этого материального мира. Мир разделяется как бы визуально на две половины. Вот тут нам привычное, а тут что-то другое, новое, непривычное. И нам приходится приспосабливаться к непривычному. Как это выглядит в карте? Вот у вас положение корабля такое. Потом волна пошла, пошло изменение материального мира. Вы должны приспособиться к изменению, должны переставить ногу. Это физические ощущения изменения материального мира. О чем говорит вот эта вот восьмерочка, да, либо лимниската, Уроборос, если опять же мы вспомним, да, вечный змей, который кусает сам себя за хвост. И вообще, в принципе, это символика постоянных, непрерывных и вечных изменений материального мира. Почему именно материального мира? Потому что тут у нас пентакли, напомню, материальный мир. Это намек на то, что человек, каким бы земным он ни был, каким бы, скажем так, фиксированным знаком, допустим, тельцом, либо скорпионом он бы ни был, насколько твердо бы он не стоял на земле по тузу пентаклей, насколько бы он не обращал внимания только на материальную сторону жизни, на материальные аспекты, физические, все равно он в какой-то момент начинает чувствовать изменение этого материального мира. Допустим, у нас была какая-то денежка, да, туз пентаклей. По двойке пентаклей у нас происходит изменение вот этой самой денежки. Что значит изменение? Это значит, что курс валют постоянно меняется. Постоянно растет стоимость там 1 евро, 1 доллара. Причем стоимость не только по отношению к какому-то там, я не знаю, рублям, да, либо тугрикам, либо японским йенам. В принципе, себестоимость, вот стоимость одной единицы любой валюты, она постоянно растет. Если вы заметили, да, в тех же самых евро, либо в долларах, цены потихонечку постоянно растут. Цены на недвижимость, вы вот купили квартиру, я не знаю, за 70 тысяч евро, допустим, где-нибудь, да, либо за 100 тысяч евро. Через год, через 2, через 3 вы видите, что цена на вашу недвижимость меняется постоянно, и вы ощущаете вот эту самую двойку. Тем более, если вы погружены глубоко в тему недвижимости, продажи, вот пентаклей этого всего, вы постоянно чувствуете вот это постоянное изменение стоимости каких-то материальных, ну и нематериальных ресурсов. Если речь идет не столько о деньгах, сколько о физическом здоровье, по двойке пентаклей вы чувствуете изменение вот этого самого физического здоровья. Не бывает такого, что материальный мир замер и не меняется.
тогда он будет мертвым. Живой мир меняется постоянно. Ваше физическое здоровье постоянно движется в какую-то сторону. Либо к улучшению, я надеюсь, это так, либо к ухудшению. Вот постарайтесь сделать так, чтобы по двойке пентаклей вы двигались к постоянному улучшению своего физического здоровья. Прямая карта говорит скорее вот о улучшении вашего физического здоровья, о небольших, о еле замечаемых, с трудом замечаемых изменениях, если это слабенькая двойка, либо просто об изменениях вашего физического состояния, физических ощущений, количества денег в вашем кошельке, стоимости вашего дома, стоимости ваших услуг. И человек, который постоянно ловит равновесие, постоянно приспосабливается к этим ощущениям, он находится, в конъюнктуре. Он чувствует, что сейчас нужно людям, и меняет форму своего общения, форму своих услуг, допустим, стоимость своих услуг, стоимость своего дома, стоимость своих товаров. По двоечке происходит изменение. Начальное такое, базовое, только изменение формы либо стоимости. Вот, перевернутая карта скорее нам будет говорить о том, что вот это изменение, которое все равно присутствует, да, мы карту как ни крутим, она не становится чем-то отрицательным, да. Если сравнить, вот у вас есть мороженое в рожке, вкусное, хорошее мороженое, или на палочке, неважно. Вот вы его держите в прямом положении правильно, как положено, кушайте мороженое. Держите снизу, кушайте сверху. Ничего необычного. Вот вам двойка пентаклей, вы чувствуете, что мороженое тает, меняет свою форму, поэтому по двойке пентаклей вам нужно приспосабливаться. Откусывать его с разных сторон, чтобы с одной стороны не начало капать вам на руки. Вот это двойка пентаклей. Если карта переворачивается, вы переворачиваете мороженое, оно не становится горячим. Оно не перестает быть мороженым. Вот. Но оно становится для вас очень неудобным. Есть мороженое в перевернутом положении неудобно. И вот эти изменения отслеживать, которые происходят, вам эти изменения уже не нравятся. То есть мороженое начинает соскальзывать с палочки с течением времени, либо выпадать из рожка. В общем, двойка пентаклей в перевернутом положении это то же самое, что и прямая двойка. Какие-то изменения физического мира, какие-то изменения ваших физических ощущений, ваша попытка приспособиться как-то, но это уже работает против вас. Вам не хочется меняться. Перевернутая двойка говорит о том, что хочется не хочется, придется меняться. Стоимость изменилась. По прямой двойке пентаклей вы приходите через месяц в магазин, чтобы купить тот же самый товар. Видите, что цена чуть-чуть выросла, либо чуть-чуть упала. Вы относитесь к этому нормально. Ага, у вас хватает денег и в том, и в другом случае нормально. Ну, меняются цены, что такого, цены постоянно меняются. Вы приспосабливаетесь к этим ценам. Если видите, что цены выросли, вы немножко начинаете поднимать цены на свои услуги. Если к вам обращается больше народу, и вы чувствуете, что вам некомфортно уже работать, да, туз пентаклей у вас переворачивается, то есть вы теряете какие-то деньги из-за того, что у вас слишком много клиентов, вы по двойке пентаклей регулируете цену, немного меняете цену, да, и, соответственно, часть народа уходит, часть народа остается, платит вам большую цену, и вы зарабатываете больше и не теряете клиентов. Ну вот, то есть, по сути, вы не теряете при этом ничего. По перевернутой двойке пентаклей вы понимаете, что цену поднять вы не можете приспособиться к этим изменениям, которые все равно проходят, все равно случаются. И вот в этом случае двойка пентаклей работает против вас. Вот как-то так. В любом случае, пентакли это физическая форма. Это материальное наполнение этой формы. Не идейное, не эмоциональное, а вот именно физическое. Внешний вид, что-то такое ощутимое. Например, туз пентаклей это стоимость вашей недвижимости. По двойке пентаклей вы понимаете, что эта стоимость постоянно падает, если вы не занимаетесь этим домом. То есть двойка будет перевернута. С течением времени стоимость жилья начинает падать из-за того, что вы за ним не ухаживаете. Но если вы постоянно чувствуете, что по двойке пентаклей дом меняется, штукатурочка сыпется, краска блекнет, где-то там двери начинают скрипеть. Если вы по двойке пентаклей по прямой
поддерживаете, приспосабливаетесь к изменениям вот этой самой физической формы, вовремя реагируете, как моряк переступает с ноги на ногу, да, вовремя реагировать на изменения материального мира, так и по двойке пентаклей вы делаете там ремонт, вкладываете какие-то деньги. Вот, что-то делаете такое для поддержания вот этой физической формы в нужном состоянии. Это очень похоже на велосипед по своим понятиям, по своим ощущениям. То есть двойка пентаклей — это два колеса, и для того, чтобы не упасть, чтобы не потерять форму, не разбить то, что вот вы несете, да, нужно постоянно двигаться, непрерывно. Вот об этом и говорит восьмерка. Для поддержания своей физической формы, допустим, спортсменам нужно постоянно тренироваться. Для того, чтобы велосипед ехал, нужно постоянно крутить педали, постоянно двигаться. Вот это такая, ну скажем так, сложная карта для пентаклей, потому что пентакли, как Земля, не любят постоянное движение. Идеально по Земле было бы вот поставить одну цену, и все. Эта цена всегда актуальна, всегда окупает стоимость ваших работ, всегда окупает стоимость вашего времени, затраченного на вот эту услугу, которую вы производите, допустим. Но реальность такова, что если вы не будете следить за ситуацией, двойка быстро перевернется, и вы понимаете, что как бы форма теряется. Но что нужно постоянно ее поддерживать, нужно что-то вбрасывать, вкидывать, следить постоянно за этим материальным миром, потому что он живой. Он как вот то море, оно постоянно волнуется, постоянно погода меняется. Вот. Как-то так, по двойке пентаклей вот такие ощущения. По более, скажем так, тонким оттенкам карты у нас проходит разбор каждого аркана, проходит в группах, да, в группах по обучению. У меня просто нет возможности в течение лекции разбирать еще и расклады реальные, как я работаю. Вот реальные расклады я разбираю уже с людьми в группах. Мы там разбираем какие-то жизненные ситуации, общение людей, какие-то бизнес-вопросы финансовые, какие-то рабочие, какие-то личные, какие-то любовные истории. И смотрим, как каждая карта в разных ситуациях показывает свои разные грани. Что люди могут сделать по каждой карте, чтобы улучшить свое состояние и решить какие-то свои проблемы. Тут же я вам даю такие общие значения этой карты, которые вы можете прочувствовать и в принципе применить к любой ситуации. То есть если вот выпадет где-то двоечка у вас в раскладе, например, карта дня, допустим, да, как может играть эта карта дня? Очень просто. Если вам выпадает двойка пентаклей, то по карте дня вы должны принимать изменения, которые происходят в вашем мире, в материальном мире. Да? То есть это изменение физической формы. Да? Это где-то вы принимаете то, что вы похудели, либо наоборот поправились. Нужно подкорректировать свои действия, подкорректировать питание. Вы меняете, допустим, ну вот можно попробовать по двойке пентаклей изменить какой-то рецепт вашего фирменного блюда, который является по пентаклям постоянным, и вы чувствуете тонко вкусы, да, вот этого блюда. Но по двойке пентаклей вы должны осознавать, что вкусы человека меняются. Еда приедается, поэтому нужно потихонечку вносить изменения, добавлять какой-то новый ингредиент, менять форму рецепта с тем, чтобы он не приедался. Потому что людям интересны постоянные изменения, какие-то новшества, нововведения. По двойке пентаклей, допустим, вы можете менять интерьер своего ресторана, особо не меняя суть его содержания. Допустим, вы содержите грузинский ресторанчик, вкусный очень, да, я очень люблю грузинскую кухню. Вот, и понимаете, что по двойке пентаклей ваши столы и стулья как-то уже подыстерлись, и они такие, ну, уже не очень выглядят. Нужно закупить новое оборудование, либо как-то починить вот то, что поломалось. То есть постоянно следить за идеальной внешней формой, раз уж вы работаете с людьми. И вот эта двойка пентаклей, она вам напоминает о том, что постоянно все меняется, все течет. И нужно к этому приспосабливаться. В личной жизни это изменение привычек. Изменение привычек ваших, изменение привычек вашего партнера. Потому что потихонечку эти привычки тоже меняются. Это изменение вкусов.
вашего партнера это какое-то движение в плане сексуальных отношений, потому что пентакли это физические ощущения и в том числе сексуальные какие-то отношения. И по двойке пентаклей у каждого человека интерес в сексе растет к чему-то, постоянно меняется, и нужно постоянно поддерживать вот этот меняющийся интерес в своем партнере, постоянно следить за своей физической формой. Вот. Иначе по перевернутой двойке у партнера интерес изменится, да, его вкусы изменятся, а вы не в курсе того, как он там, чего ему там нравится. По перевернутой двойке об этом забывать нельзя ни в коем случае. Иначе вы потеряете эти пентакли, потеряете физический интерес, потеряете физический контакт, и, соответственно, развитие по пентаклям не будет проходить. Не будет развиваться итог и результат этого физического общения в паре, которое является базовым. Пентакли в отношениях – это физическое. Это база, на которой строится все последующее общение мужчин и женщин. Вот. Здравствуйте. Да, здравствуйте, девушки. Здравствуйте всем, кто подходит. Девушки, мужчины, неважно. Но большинство, конечно, это девушки. Все видно, хорошо слышно. Отлично. Хорошо. Вот у нас двойка пентаклей говорит об этом. Двойка пентаклей очень часто идет изменение, допустим, каких-то финансов ваших. Это часто бывают заемные деньги. Почему? Потому что это, скажем так, традиционное значение. Вот есть ваши деньги, вот есть чужие. Вот есть деньги клиента и есть деньги ваши. Что значит? Это значит, что постоянно нужно отслеживать изменение формы. Да, изменение формы, вот это изменение суммы. Курсы валют меняются, постоянно нужно их отслеживать, нужно постоянно переводить одну форму в другую форму. Если вы чувствуете, если вы видите, что в этом месяце там фунт стерлингов вырос, вы переводите часть денег, переливаете как бы в фунты стерлингов и зарабатываете на разнице курсов валют. Если видите, что в следующем месяце вырос евро, вы переводите деньги с фунтов уже в евро, выигрываете еще на этом. Ну, для того, чтобы играть на биржах, на разнице валют, тут нужно, конечно, иметь чутье. И только понимание денег вас спасает от потерь. Скажем так, понимание механизмов работы денег. Вот, скажем так. Но одно из традиционных значений, это вот заемные деньги могут быть. Как-то так. Хорошо. Хорошо, по пентаклям какие-то вопросы, если есть, задавайте, не стесняйтесь. Это, конечно, еще и физическое здоровье, и очень часто это какие-то парные органы, потому что двоечка пентаклей — это два каких-то органа, да, допустим, почки, либо легкие, либо что там еще у нас есть там парного такого, да, ну, сами можете сообразить, миндалины, что-то двойственное. В общем и целом, подводя итог двойки пентаклей. Двойка — это всегда двойственность. Вот у вас была одна форма, один мир, понятный, привычный вам, вы его держите в руке, вы понимаете, видите его со всех сторон, привыкаете к его форме, чувствуете его своим. Когда включается двойка пентаклей, этот мир начинает меняться, форма начинает меняться, все с течением времени меняется, и по двойке пентаклей нужно на это реагировать вовремя. Была одна форма, теперь две формы. И вы уже сравниваете, какая из форм для вас лучше. Новая или старая. Вы можете представить себе, ага, нужно сделать ремонт. Вы что делаете по двойке пентаклей? Сравниваете, да? Вы находите какой-то ресурс онлайн, где можно вашу комнату, да, покрасить в разные цвета онлайн и увидеть, как это в режиме фотографии, вот такой цвет, либо такой. Вот это, опять же, двойка пентаклей, когда вы меняете внешнюю форму, меняете цвета и сравниваете что-то одно с другим. Вот. Скажите, а если в общем в раскладах на отношениях часто стали выпадать пентакли? Если в общем в раскладах на отношения часто стали выпадать пентакли, это, скорее всего, значит две вещи. Первое — это финансовая сторона отношений. Второе — это физическая сторона отношений, то есть сексуальная. Вот. Там не столько желания, не столько мыслей и не столько эмоций рулят, сколько вот именно физические ощущения. Комфорт в постели, комфорт в сексе, комфорт
в бытовой жизни. Это могут быть какие-то бытовые вопросы, банальные, которые, вот, ну, к которым вы привыкли, а партнер начинает менять свои привычки. И вот чем больше пентаклей, тем больше внимания ситуация уделяет именно этой стихии. Именно бытовой, физической, материальной, ощутимой, зримой. То есть проблема лежит в материальном мире, физическом. Ее можно увидеть руками, увидеть глазами, пощупать руками, ощутить, скажем так, телом, если речь идет о постели, об отношениях между людьми. Хорошо, вот вам пентакли. Жезлы. Что у нас идет по жезлам? Мы с вами уже поговорили, да, о том, что в пентаклях идет двойственность. Вот у нас туз пентаклей, какая-то форма, двойка пентаклей, изменение формы материальное, изменение материального мира, изменение суммы, да, изменение валюты, изменение переход из одного состояния в другое, причем постоянный переход. Вот. По жезлам у нас очень похожая ситуация, и надо сказать, в двойках все эти ситуации в чем-то подобны. Так, чаек, чтобы голос не садился. Двойка жезлов. Если туз жезлов у нас это энергия, да, то есть желание что-то делать, какая-то идея, которая к вам пришла, и вы чувствуете, что эта энергия влияет на вас, каким-то образом заставляет вас действовать, двигаться, чего-то хотеть, о чем-то мечтать, то туз жезлов это в целом вот та энергия, которая в вас есть. Потенциал, да, потенция. С латыни, и если мы смотрим на воплощение самого этого жезла, да, он так недвусмысленно, хотя и, скажем так, с такой с викторианской скромностью намекает на мужскую силу, на потенцию мужскую. Да? Вот двойка жезлов это не одно желание, а два желания. Соответственно, вот у нас один жезл, это одно четкое, ярко выраженное желание, мы понимаем, что мы чего-то хотим. Причем по тузу жезлов мы хотим чего-то, мы просто чувствуем энергичность, потенцию. Неважно кого, важно, что мы хотим, если уж говорить о сексуальных отношениях, допустим, да. То есть мужчина-то возбудиться может от чего угодно, и когда мы видим туз жезлов, значит понимаем, что мужчина просто возбужден, он испытывает желание. Вот по отношению к кому он это желание направит, это уже история другая. И двойка жезлов говорит о том, что вот у человека было какое-то желание, и он чувствует его своим, постоянным, да, он к нему уже, может быть, привык даже, приноровился, как-то умеет им орудовать этим желанием. Тут как бы Уэйт нам намекает на то, что это желание тесно прибито, крепко прибито, тесно привязано к какой-то, скажем так, домашней базе, что ли, да. То есть какое-то желание для человека является базовым, основным. Но по двойке жезлов мы чувствуем изменение желания. То есть мы хотим уже не просто того, чего мы хотим обычно. У нас начинает меняться наше желание, мы начинаем чувствовать изменение своего собственного желания. То есть вот оно одно желание, а вот второе желание. Какое выбрать из двух желаний, это уже нужно подумать. Это может быть изменение вашего желания. Это может быть изменение желания, которое приходит к вам снаружи. Допустим, если у вас по тузу жезлов есть четкое желание продавать людям какие-то товары, ну, нравится вам, да, процесс продажи, нравится вам заниматься торговлей, нравится вам продавать, я не знаю, что вы там любите, кроссовки, сумочки дорогие какие-то, да, или просто вот любите оказывать какую-то услугу, у вас есть острое желание оказывать людям эту услугу. Неважно, нравится вам массаж делать или как это, ногтики, реснички рисовать, да? Ну вот. По тузу жезлов вы испытываете это желание. По двойке жезлов вы чувствуете, что вот оно ваше желание, а вот другое желание. И это может быть ваше изменяющееся желание. Как у нас по двойке пентаклей идет переход, перемена из одного состояния в другое, да, из одной физической формы в другую физическую форму, так и по жезлам тоже происходит изменение желания. Мы уже хотим чего-то нового. И человек, он еще находится дома. Он еще стоит вот на этой своей базе, да, где одно из желаний четко закреплено. У него есть постоянное желание возвращаться в какое-то одно и то же место, к себе домой. Это его домашнее ощущение, его домашняя база. А второй жезл – это его желание двигаться. Почему?
Потому что жезлы — это всегда движение, это огонь, это постоянное желание что-то делать. Чтобы что-то происходило, как-то желание суету навести, да, чтобы что-то, ну вот, чтобы делать что-то. Тут у нас человек планирует, что он будет делать с этим желанием. То есть он чувствует, что у него есть желание какое-то. Ему скучно дома. Понятно, что ему потом захочется вернуться домой. Но вот в данном случае ему хочется чего-то другого. Куда-то поехать, что-то посмотреть, мир посмотреть, да. И вот он смотрит на глобус, на атлас, на карту и планирует свое путешествие. Он пытается разобраться, куда это желание его заводит. Он пытается понять, чем это желание лучше либо хуже того, чтобы сидеть спокойно дома и наслаждаться спокойной жизнью. Это может быть его желание, которое меняет его жизнь. Это может быть желание клиента, допустим, который хочет не того, чего вы. Вы хотите продавать красные сумочки, да? А клиент приходит и говорит, а вы знаете, у вас есть такая же сумочка, только коричневая, да? И вы понимаете, что желание-то у клиента не такое, как у вас. И вам нужно меняться под это желание. Вам нужно как-то подстраиваться под желание клиента. Вам нужно искать вот коричневую сумочку. Как в том фильме, да? У вас есть точно такой же, только с перламутровыми пуговицами. Вот когда вы продаете просто халатики, то это ваш жезл. Это ваше желание продавать халатики. Когда приходит клиент и говорит, с перламутровыми мне, пожалуйста, пуговицами, вы начинаете думать, божечки, это ж надо ему теперь продавать с перламутровыми. Вы принимаете желание клиента, желание партнера, либо свое меняющееся желание. И пытаетесь построиться под него. Вы пока не пытаетесь с ним договориться. Вы не пытаетесь с ним торговаться. О торговле речь пойдет в третьем жезле. Да, в третьих жезлах. Там уже приходит на выручку консенсус, договороспособность. По двойке жезлов вы понимаете, что есть два разных желания. То, что у вас, и то, что у другой стороны. То, что, допустим, у клиента. Либо это ваше желание меняется. Под это нужно подстраиваться. С этим что-то нужно делать. Если хочется вам поехать, я не знаю, куда, в Перу, вы берете карту и начинаете планировать маршрут, потому что вы понимаете, что вот оно ваше желание, и его нужно осуществлять. Вот. Потому что постоянный туз жезлов — это постоянное изменение. И по двойке это прям изменение. Никуда от этого не деться. Но особенно важно, надо помнить, что вот о своих желаниях тоже забывать нельзя. И вот эта скоба металлическая и говорит о том, что одно из желаний вы должны жестко закрепить. Вы можете менять какое-то свое желание в зависимости от меняющейся ситуации. Но правильный человек, правильный торговец, у него есть какая-то база. Он не будет мотаться там из угла в угол. У него есть какое-то свое четкое желание, которого он должен придерживаться и которое всегда должен держать в уме. Всегда должен помнить о том, что не все ради клиента. Не только желания клиента важны, но важны и ваши желания, как, скажем так, продавца, заработать и себе. И вы должны по двойке выбрать, вы свои желания соблюдаете, остаетесь дома, либо все-таки едете, идете навстречу желанию клиента. Начинаете бегать, искать там вот этот вот по знакомым соседям халат с перламутровыми пуговицами. Вот. Это изменение желаний партнера. Когда вы чувствуете, что у вас есть постоянное желание, да, постоянно общаться вот с этим партнером, а вот у него есть желание какое-то другое, да, и вы вынуждены временами принимать его точку зрения. Например, вы любите грузинскую кухню, как я, да, ну вот. А ваш партнер, может быть, любит японскую кухню. И вот вечером двойка жезлов происходит, когда вы пытаетесь выбрать между вашим желанием, убеждаете человека, ну давай все-таки как бы это грузинскую кухню закажем. А он вам говорит, нет, давай японскую кухню закажем, я хочу суши. И вот по двойке жезлов вы выбираете, склонить его на свою сторону, либо перейти на его сторону. Тут нет пока консенсуса. Тут просто есть выбор одного из желаний. Либо то, либо то. И для того, чтобы сделать этот выбор правильно, соответственно, нужно как-то, как сказать, развивать в себе умение стать на другую сторону. Прочувствовать чужое желание. Менять свою точку зрения. Вот.
Порой она полярная, порой она противоположная. Так, один жезл у нас жестко закреплен, а второй жезл у нас подвижный. В принципе, жезлы нужны для того, чтобы двигаться. Да? И вот порой желания, они очень разнятся. Перевернутая двойка говорит о том, что вот изменение этих самых желаний, понимание, что есть вторая точка зрения на ваше желание, вот оно может быть очень болезненным. Перевернутая двойка жезлов говорит о том, что желания-то не совпадают. То есть, смотрите, и так, двойка жезлов — это два желания. Двойственность желаний — это разные желания. Просто в прямой двойке вы с легкостью переходите на позицию партнера, принимаете его желание и говорите: ну окей, давай суши закажем. Либо он с легкостью принимает вашу точку зрения и говорит: ну хорошо, давай сегодня будем кушать грузинскую кухню. И вот тогда это прямая двойка. Человек, если хочет каких-то изменений, он берет вот глобус, да, и ищет, куда я сегодня поеду. Сегодня я поеду туда. Он не мучается терзаниями, да, что вот как так, я же и дома хочу побыть, и поехать хочу. Ну, хочешь поехать, ну окей, сел, поехал. Что тут долго думать? Захотел домой вернуться, по той же самой двойке, раз, вернулся домой. И домой, желание возвращаться в одну и ту же точку постоянно, желание сохранять это свое желание на постоянной основе, оно всегда присутствует. Оно приковано скобой металлической к вашей базе, к вашему характеру, к вашей основе, ну, опять же, к вашему дому, скажем так. Home base, да, есть такое вот понятие в английском языке, домашняя база, то, где вы базируетесь. Перевернутая двойка жезлов, ну, это не подходящее ваше желание. С одной стороны, вам хочется спокойствия, с другой стороны, вам хочется куда-то поехать. И вы мечетесь по двойке жезлов между двумя желаниями и не понимаете, чего же вы хотите больше. Поехать, либо остаться дома. Перевернутая двойка — это очень такой вот, ну, как сказать, сбивающий вас с толку вариант действий. То вы не очень понимаете, чего же вы хотите по двойке жезлов. Вроде понимаете, что вот вам не этого хочется. А вот чего хочется, толком и выразить-то не можете. Но отчетливо понимаете, что я вот не этого хочу, я хочу чего-то другого. Перевернутая двойка — это когда человек сам не хочет, сам не может сказать, что же он хочет. Вот хочу куда-то поехать, куда, не знаю, вот просто хочу куда-то поехать. Ну так определись куда. Пока ты не определишься со своим желанием, никуда ты не поедешь. Так и будешь мучиться по перевернутой двойке жезлов. Хочешь ты купить, скажем так, сумочку, но вот красную не хочешь, а хочешь какую-то другую. И вот пока ты не определишься, какую сумочку ты хочешь, ты будешь мучиться вот этой перевернутой двойкой жезлов. Мучиться неопределенностью своих желаний. Разница есть, но ты еще не можешь по перевернутой понять, что и как. Либо можешь понять, но это желание тебе не подходит к данной ситуации. Как это? Имею желание купить там холодильник или что, да, но не имею возможности, да. Вот это то же самое. Собственно, допустим, по двойке жезлов вы хотите купить новую машину. Вы знаете, чего вы хотите, и ваше желание новой машины совпадает с возможностями вашими. Ну окей, ваша двойка прямая. Но двойка перевернута, если у вас, как это, денег хватает на Жигули, и вы понимаете, что вам логично хотеть Жигули, а хочется вам Майбах. Вот это перевернутая двойка жезлов, где ваши желания не совпадают с вашей реальностью. И реальность — это вот то самое желание, которое приковано железной скобой к материальному, каменному, к реальному, к физически ощутимому миру, к реальности. Да? И вот туз жезлов, жезл, прикованный скобой, это какое-то реальное желание. А вот второй жезл, он может быть как бы таким. Ну вот, мечты. Вот. Можно сказать, что двойка жезлов говорит о мечтах, о планах, о том, как вы видите в будущем свои желания. Изменение желания. Вот. Либо оно вам помогает, либо мешает по перевернутой двойке. Вот такая вот штука жезлы. Да? Очень хорошо сравнивать жезлы с торговлей, но об этом есть в лекциях на интенсив-курсе, там, где я рассматриваю сразу всю линейку жезлов, всю линейку огня. Можете ли вы снять видео, пожалуйста, где развеиваете мифы о Таро? Нужно ли чистить, заряжать колоду? Важно ли читать перевернутые карты? Устает человек или все-таки колода?
Ну, понимаете, я могу рассказать о своей точке зрения, но у меня не стоит задача как бы прям вот развеивать мифы. Вот. Просто потому, что карты Таро это такая тема, которую сложно назвать дисциплиной, да, или как наука ее вообще назвать нельзя. Хотя вроде звучит тарология, да, наука, а Таро. От науки там, ну, очень мало. Это скорее умение. Это скорее навыки, которые у вас работают, и я могу рассказать о том, что у меня работает. А что у меня, ну, не то чтобы не работает, но просто не имеет смысла для меня лично. Но это будет моя точка зрения. Это будет моя точка зрения, которая, ну, скажем так, применима ко мне. Либо применима к людям, которые разделяют мою точку зрения. В принципе, я могу, да, снять такое видео. Это, может быть, было бы даже интересно на какой-то трансляции. Если вы будете задавать вопросы, я буду пытаться прояснять свою точку зрения вот на эти, как это, мифы, либо традиции. Ну, опять же, сложно назвать их мифами. Спасибо за ответ. Окей. Картон уставать не может, карты врать не могут. Человек, конечно, устает. Ну вот, да, Оксана, здравствуйте, кстати. Здравствуйте, рад вас видеть. Вот Оксана одна из моих учениц с летнего курса. Если вам кажется, вам легче от понимания, что вы почистили карты, то делайте. На самом деле тут от человека зависит, во что он верит. Да, вот я с Оксаной абсолютно согласен. Вот, это такой практичный подход. И Оксана у нас телец, насколько я помню, да, вот она человек практичный. Если это работает, значит не важно, как это работает, важно, что это работает, важно, что это можно применить, использовать. Вот, и вот в этом плане, да, да. У Оксаны, кстати, работали подходы, которые у меня, допустим, не работали, но вот ей хорошо заходило, и она прям вот в чем-то была лучше, чем я, именно вот в таких подходах в практичных. Вот. Хорошо. Самой себе можно ли делать расклады? Ну вот, наверное, да, нужно будет снять видео все-таки по мифам. Давайте на следующей неделе где-нибудь снимем что-то такое. Это прям интересная идея, хорошая. Спасибо вам за идею. Будем продвигать. Окей, сколько у нас? О, час уже прошел. Хорошо, мы примерно половину прошли из того, что я хотел рассказать, да? То есть, ну вот вы чувствуете, да, изменение характера. Одно дело мир меняется, другое дело ваше желание меняется. Одно дело ситуация, внешняя форма меняется по двойке, и вы понимаете, что есть другая форма того же общения, да, под которую можно меняться. То же самое и с жезлами. Есть ваше желание, есть желание вашего партнера, под которое вы можете изменить свое желание, да, то есть подстроиться. И вот двойка — это приспособление. Что в двойке пентаклей человек приспосабливается к изменениям материального мира, что двойка жезлов человек приспосабливается под изменение, ну вот скажем так, энергетики своих собственных желаний, либо желаний другого человека. Вот. Можно делать расклады. Да, в принципе, можно делать расклады на себя, если у вас это хорошо получается. Если у вас это плохо получается, то делать не нужно. У меня, допустим, на себя расклады не очень хорошо получаются, потому что я вот по отношению к себе человек импульсивный. По отношению к клиенту я умею подстраивать свои эмоции так, чтобы они не мешали мне работать. Вот по отношению к себе я вот не настолько познал дзен, да, чтобы безэмоционально рассматривать свою жизненную ситуацию. Сложновато бывает порой. Слишком хочется верить, что у меня-то точно все будет хорошо. Хорошо, ну да, надо снимать отдельное видео по... Ну, как мне кажется, надо, да? Если вы подскажите, как, напишите в комментариях, надо, или может быть и так всем понятно, что там за эти мифы, потому как, ну, их много кто развенчивал уже. Может быть, мне и не стоит тратить ваше время. В общем, отметьтесь в комментариях, надо, не надо такое видео. Так, сколько у нас, кстати, там народу на... Ох ты, ничего себе, 50 человек. Откуда вас столько набралось? Подписывайтесь, если вы впервые на канале, подписывайтесь, не стесняйтесь. Двойка мечей. Карта, которая вот интуитивно понятна кому? Интуитивно понятна психологам. Прям вот все психологи, с которыми я общался, они все как они говорят, ну так тут понятно, тут прям визуально ясно, о чем карта. Дело в том, что есть такая тема, допустим, как язык тела, да, мимика, язык жестов и вот это вот все, когда человек чувствует по
тому, как его собеседник себя держит, ведет, как он закрывается, как-то там вот чувствуется эмоция. Вот двойка мечей — это классическая поза, когда человек защищается, закрывается. Закрытая поза, так называемая. То есть, ну вот, вы знаете, что если руки вот так вот скрестить, и если вы будете разговаривать с человеком, который вот так вот руки держит скрещенными такими, то у вас ощущение, что человек не хочет вас слышать, человек вам не доверяет, человек от вас закрывается. И, кстати, вот одна из таких мужских поз, да, то есть поз уверенности в себе, а не в том, что он хочет от вас слышать. Поза настаивания на своем мнении, это вот такая вот, как бы держащая себя в руках, закрытая, фиксированная поза. Нежелание каких-то изменений слышать, да, нежелание слышать чужого мнения. Так вот, двойка мечей — это двойственность информации, двойственность мнений, двойственность неких действий, которые вы производите из-за этих мыслей, из-за этих мнений. Двойственность, скажем так, оценки ситуации. Почему? Так, очень интересно будет. Снимите, пожалуйста, такое видео. Надо такое видео. Ну, много желающих. Окей, хорошо, снимем такое видео. На следующей недельке, наверное. Так что подписывайтесь. Я надеюсь, YouTube будет высылать вам приглашение, если вы какой-то свежеподписавшийся человек. Двойка мечей. Вот смотрите, меч — это информация. Почему? Об этом мы говорили с вами в прошлой лекции. Воздух — это работа с информацией, работа словесная, работа интеллектуальная, работа силовая. Знание — это сила. Когда у нас есть информация, это дает нам возможность менять свою ситуацию, влиять на внешний мир, что-то делать. С помощью слов мы меняем отношение других людей к себе, с помощью слов мы командуем, да, с помощью слов мы управляем этим миром. Что в письменном, что в устном виде, что в молчаливом виде, когда вместо слов мы просто делаем. Да? Любая сила идет по мечам. И вообще мечи — это символика силы. В современном мире у кого информация, тот и сильный. Кто предупрежден, тот вооружен. То есть кто обладает информацией, тот может и, собственно, победить. В Средневековье это тоже было развито, но выражалось это чуть-чуть в другой форме. Именно в такой, в меченосной форме. Потому что, как я говорил уже в предыдущей лекции, да, мечи — это стихия воинов. Воины умели управляться с мечами. Потому что у них была информация, как управляться с этими мечами. Их научили. Потому как учиться управляться с топором, учиться управляться с острой мотыгой, с косой, с какой-то дубиной, с жезлом, посохом не надо, потому что человек и так использует их каждый день, где-то в работе, в повседневном крестьянском средневековом быту, и если нужно использовать привычный инструмент как оружие, он, не задумываясь, это делает, без всякой науки. А вот управляться с мечом нужно было учиться. Вот. Потому что меч — это не инструмент какой-то там земледельческий, либо там обработки древесины. Мечом нужно было сначала учиться пользоваться, как каждый человек изначально учится пользоваться рубанком, топором. Вот, мечом тоже нужно учиться пользоваться. И вот это обучение отчетливо преподносится как информация. По всем мечам идет информация, какая-то мысль. Причем мысль должна быть острая, быстрая, резкая. Воин должен быстро реагировать на изменяющиеся события. Стихия воздуха, масть мечей, она одна из самых динамичных. Самая динамичная — это, конечно, огонь. Там постоянные изменения идет. Вы сами понимаете, что вы постоянно чувствуете изменения своих желаний по огню, по жезлам, да? И вы постоянно чувствуете изменения своих мыслей по мечам. Вот у вас есть какая-то мысль. Меч, информация. Информация, она же есть мысль. Вы можете с ее помощью что-то сделать, воздействовать как-то на реальность, заставить другого человека что-то сделать. Самому что-то сделать с помощью информации. Да? Прочитать инструкцию и разобраться в устройстве. Вот это туз. Прочитал, все понятно, действуешь так, как по написанному. А двойка — это две информации. Две мысли, два способа действия, два варианта развития ситуации.
И нужно определиться, нужно выбрать, ты так будешь делать, либо ты так будешь делать. Какой из вариантов действия правильный? И вот по двойке мечей прямой мы понимаем, что у нас есть два варианта развития событий. Мы можем и так поступить, и так поступить. И по двойке мечей мы выбираем, какой информацией нам пользоваться. Кому прислушаться. Есть ваше мнение и мнение вашего партнера. И они различаются, они движутся как бы в разные стороны, они перекрещиваются, они спорят друг с другом. Два перекрещенных меча, да, либо две руки перекрещенных, это вот взаимодействие, борьба двух мнений. Это когда у вас в голове две мысли по одному и тому же поводу. Купить шоколадные конфеты, либо купить там, я не знаю, коровку молочную, да, конфеты. Купить зефир, либо купить зефир в шоколаде. И вы вот стоите и думаете, и то хочется, и то нужно, и то. И вы делаете осознанный выбор. Либо покупаете зефир в шоколаде, либо покупаете обычный зефир. Либо покупаете там торт, либо наоборот овощи покупаете. Да? Вот. Либо едете в одну сторону, либо едете в другую сторону. И это не вопрос изменения желаний, как в предыдущей карте. Да? Ой, не так. Где? Вот так у нас, да? Это не вопрос изменения желаний, за которыми вы идете. Это вопрос изменения информации. Вы продумываете варианты. Так, по двойке мечей. По тузу мечей вы знаете, что вам нужно пойти в магазин и купить сладости к вечернему чаю, потому что к вам в гости кто-то придет, нужны какие-то сладости. По тузу мечей вы просто понимаете, что вам нужно сделать. Ну, понятно, какие тут могут быть сомнения. Надо идти за сладостями. Потому что, это правильное действие. Вот. По двойке мечей вы стоите в магазине и выбираете, вам вообще зефир в шоколаде или обычный зефир. И когда у вас вот есть эта двойка прямая, вы понимаете, что могут быть сложности. Что нужно выбирать тот путь, на котором меньше подводных камней. То есть, вот те самые темные камни, которые у нас присутствуют на карте. Они специально так выделены темным, чтобы вы видели, что они опасные, коварные. Это подводные камни, это сложности, которые вас ждут. И вы понимаете, что вас ждут какие-то сложности. Поэтому по двойке мечей вы должны определиться с выбором пути. Это сделать, либо это сделать. Вам советуют одно, либо вам советуют другое. И вы в двойке мечей не торопитесь пока делать. А тут человек сидит, он никуда не бежит, он не делает поспешный выбор. Он сидит и думает. Он выбирает из двух точек зрения. Например, если вы хорошенечко подумаете, вы вспомните, что гость, который к вам приходит, да, он вот, допустим, не очень любит шоколад, либо у него аллергия на шоколад, либо он худеет. И просто зефир лучше, чем зефир в шоколаде, потому что зефир это как бы слабость, слабость и сладость, да. Просто зефир моя слабость, да. Вообще я за сладкую родину готов продать. Как бы ни странно это звучало из уст человека, который переехал жить в другую страну, да. Вот, вернемся к нашим мечам. И вот у вас есть информация, что человек не любит шоколад, поэтому вы действуете по второму мечу. Вы выбираете правильный путь, который обходит эти вот подводные камни. Вы вовремя вспоминаете о том, что как бы всегда у какой-то проблемы есть два пути решения. Всегда двойственность выбора. По тузу мечей у вас никакой двойственности нет. Вы понимаете, что у вас нет выбора. У вас есть информация, вам нужно по ней действовать. А по двойке мечей вы уже выбираете из двух точек зрения, из двух вариантов. Выбор между чем-то и чем-то, или мы вообще не знаем, что делать, и закрылись на время. Нет, дело в том, что прямая двойка мечей — это понимание того, что у вас есть неопределенность, и вам нужно определиться. И вы сидите и просто выбираете. Вот так я буду делать, либо так. Перевернутая двойка мечей — это та же самая неопределенность, только тяжелая и действующая против вас. Вы не понимаете, какой из путей выбрать, но вы продолжаете видеть эти два пути. Вы продолжаете видеть эти вот два варианта развития событий, но вы не уверены ни в одном, допустим. Либо вы не хотите действовать так, да? То есть вы понимаете, что вам нужно это сделать, но и один вариант вам не нравится, и второй вариант вам не нравится. Но тем не менее вы понимаете, что у вас есть два варианта развития событий.
Это два мнения. Допустим, двойка мечей – это спор. Ну, скажем так, дискуссия – это прямая двойка мечей. Перевернутая двойка мечей – это спор. Это когда вот есть моя точка зрения и твоя точка зрения, и мы не хотим сходиться на каком-то консенсусе. Мы не договариваемся, мы высказываем каждый свои точки зрения, остаемся каждый при своем. По прямой двойке мечей мы понимаем, что ага, вот наша точка зрения, а есть какая-то другая точка зрения. И пока мы ее принимать не хотим. Но мы понимаем, что она есть. Мы принимаем чужую позицию, не следуем ей, но, по крайней мере, принимаем. У нас есть свой выбор, мы определились со своим действием, со своей точкой зрения, но допускаем, что есть второй вариант. Допустим, у вас есть информация относительно, каких-то религиозных взглядов. Вот, допустим, я, как условный масон, верю в великого архитектора. Да, вот мой меч, моя позиция, моя информация, моя сила, которой я орудую. А вот есть какой-нибудь там, я не знаю, последователь ислама, да, мусульманин. Вот у него своя точка зрения на то, как устроен мир, у него свое мировоззрение, своя информация, своя вера, своя сила, свое слово. И по прямой двойке мечей я понимаю, да, что вот у него свое, у меня свое, каждый идет по своему пути. Мы обходим эти камни, каждый со своей стороны. По перевернутой двойке мечей мне не нравится то, что кто-то не хочет верить в мою инфу. Я говорю, что вот же великий архитектор, вот же все понятно, да? Вот, масоны там великие умные люди. Ну, допустим, я так говорю. А мусульманин говорит, нет Бога, кроме Аллаха. Я тебе не верю, вот только Аллах и все, только вот так. Вот. И это не значит, что он прав, либо вы правы. Каждый прав со своей точки зрения. Но по перевернутой двойке мечей вы не хотите верить в то, что вам не верят. Как так? Другая точка зрения. Вы видите эту другую точку зрения, но вы с ней не согласны. По прямой двойке мечей согласны. Да, для вас, для людей, которые живут в мусульманской традиции, в исламской традиции, так подходит лучше. Мне вот с моей, допустим, европейской такой совсем позиции, я не восточник ни разу, поэтому вот у меня своя точка зрения, у меня свой путь. И у меня тут нет противоречия. Просто я, противопоставляю две точки зрения, это нормально. Вот. Это как вот два желания, да? Кто-то хочет заказать себе суши, а кто-то хочет... Да что такое сегодня? Кто-то хочет себе суши заказать, а кто-то хочет себе заказать этот самый грузинскую кухню. Пожалуйста. Вот ты заказываешь себе одно, я заказываю другое, и никаких споров нет. Вот такие дела пироги, такая двойка мечей. Конечно, в перевернутом положении это споры. Это не желание слышать чужую точку зрения. Человек закрывается, я тебя слышать не хочу, все, хватит, нет этого. Знаете, этот мем такой, да нет, не надо. Вот это перевернутая двойка мечей, человек закрывается от вас. По прямой двойке мечей человек понимает, так, есть одна точка зрения, есть вторая точка зрения. И надо как-то сразу вот с двух точек зрения смотреть на эту жизнь. Это сложно, но возможно. Вот. Нужно принимать. Если работаем с прямым значением, как понять, что тут как перевернутое? Смотрите, если вы начинающий таролог, да, если вы начинающая гадалка, работайте лучше и с прямыми, и с перевернутыми. Таким образом, вы как бы делегируете картам Таро возможность решать за вас, что тут хорошо в этой позиции, в этой ситуации, а что тут плохо, да. Тут как бы вам проще. Это как ехать на автомобиле с автоматической коробкой передач. Карты сами ложатся там, как им надо. Там так, как вам надо, да. И вы просто читаете расклад, сообщаете человеку, да. Ваш партнер не хочет принимать вашу точку зрения, спорить с вами. Это перевернутая двойка мечей. Прямая двойка мечей, если выпадает, человек понимает, что у вас другая точка зрения на проблему. С ним можно договариваться как-то. Вот, и принимать либо вашу позицию, либо его позицию. То есть какой-то выбор по какому-то действию вы все-таки возможен. Обойти эти подводные камни можно. Вот. Это прямая двойка мечей. Если же вы работаете только прямыми картами, то вам, конечно, сложнее. Вы должны чувствовать одного человека, чувствовать второго человека, знать хотя бы знаки зодиака, да, чтобы чувствовать общий фон.
Прочувствовать ситуацию хорошо, для этого вы должны сначала сделать предварительный расклад типа Кельтский крест, да, то есть что-то такое вот диагностирующее. И когда вы уже хорошо прочувствовали ситуацию в общении с клиентом, пообщались с ним, выяснили какие-то там проблемы у него, тогда вы уже можете судить лично, угадывать, хорошо ложится карта двойка мечей, либо она играет против двух партнеров. Это как бы приходит с опытом, и начинающим тарологам я советую работать с прямыми и с перевернутыми. Так проще. Хотя, казалось бы, да, в 2 раза больше значений, вот прямое значение и перевернутое. Вам станет гораздо проще, если вы просто примете позицию, что прямая карта это то же самое, что и перевернутая. Только перевернутая карта работает против вас, мешает вам, а прямая вам помогает, вас поддерживает. Хотя это то же самое, да. Это тот же самый молоток, что с одной стороны, что с другой стороны. Мороженое, как вы его не переворачиваете, оно температуру не меняет. Оно как было, так и остается мороженым лакомством из сахара и молока и сливок. Вот, как вы его не крутите. Ну, конечно, если вы его вверх ногами держите, оно капает вам на ноги. Работает против вас. Вот как-то так. Вот двойка мечей. Все очень просто. Двойка мечей это противоречие. Да, и либо вы договариваетесь с человеком, принимаете его позицию, либо перетягиваете его на свою позицию, он соглашается с вами, да. Либо, ну, перевернутая двойка мечей, это противоречие, которое очень сложно устаканить, да. Каждый остается при своих, более того, по перевернутой двойке мечей можно и поругаться легко с партнером. Вот, такие дела. Такие дела, пироги. Двойка кубков. Двойка кубков, да, переходим плавно с вами к эмоциям. Если смотрим историю карт, конечно, тут 2 человека чокаются, да. Как это? Марк Василин и я. Да? Это доверие. Почему доверие? Потому что когда ты чокаешься, ты как бы показываешь единство со своим партнером. Ты соединяешь эмоции. Ты как бы пьешь из одного кувшина. Это 2 кубка, которые являются одним общим кубком, да? То есть, откуда пошла традиция чокаться? Конечно, не в средневековье, а еще раньше, в античности, да? Особенно она была развита во времена вот, Борджиа, да? Там, где существовала прям такая культура ядов, отравления пищи и прочего всего такого, да? Что было легко подсыпать какой-то яд в кубок, и человек мог отравиться, мог умереть. И вот когда люди на совместных пирушках сдвигали кубки, как бы, ну, изначально это выглядело так, что они часть вина переливали из одного кубка в другой, как бы смешивали. То есть это символика смешивания вина. То есть таким образом ты как бы показывал своему гостю, что ты его не отравишь, потому что ты пьешь точно такое же вино, как и он. С той же бочки, из того же кувшина, из того же кубка. Можно было меняться кубками, да. То есть, ну вот, существовала такая традиция. Оттуда же идет традиция вот эта. Пить на брудершафт. Это то же самое. Это когда пили на брудершафт, как бы сливали вино вместе, и потом пили вот как бы ты из... Ну как, на самом-то деле, ты пил из кубка твоего партнера, а партнер пил из твоего кубка. Изначально брудершафт был именно вот ты поешь человека, он поет тебя. Потом это просто переросло, ты пьешь с перекрещенных рук, да, то есть доверие. Тут уже эмоция доверия идет. Вот. Вот такие дела пироги. Как это выражается в понимании самой карты, да, то есть почему у нас тут мужчина и женщина, они пьют одно и то же вино. У них одна и та же эмоция. У них общая эмоция, но разделенная на 2. И вообще, понимание кубков – это понимание того, что все это эмоционально очень. Если по пентаклям у нас идет физическое общение, у нас идет физическая сторона, материальная сторона мира, да? Материальная сторона реальности. По жезлам мы чувствуем желание, энергию что-то делать, возможность что-то делать, потому что нам хочется, мы чувствуем желание другого человека, либо изменение своего желания, мы принимаем изменение этого желания.
По мечам идет информация, слова, либо какие-то реальные действия, угрожающие, либо наоборот успокаивающие, помогающие вам. То по кубкам у нас идут эмоции. И вот изменение эмоций идет следующим образом. Сначала есть ваши эмоции. Как бы вы в основном чувствуете влюбленность, допустим, по тузу кубков. В общем, любовь к человеку. Да? Вы любите всех. А по двойке кубков вы понимаете, что что-то активно влияет на вашу эмоцию. Что у вас какие-то разделенные эмоции. Какие-то, смешанные эмоции какие-то возникают. Почему? Потому что какой-то человек, появляясь, заставляет ваши эмоции изменяться. По тузу кубков вы одинаково ровно любите всех людей на свете. По двойке кубков вы чувствуете, что с появлением какого-то человека ваши эмоции меняются. Их уже две, этих эмоций. Вот общая эмоция ко всем, базовая, фоновая. А вот при появлении человека ваша эмоция бурлит. Вы как-то чувствуете, что вау, этот человек влияет на мои эмоции. Вон оно как, Михалыч, да? Вот. И прямая двойка кубков — это, конечно, положительные эмоции. Эмоции, из которых появляется энергия, да? Что-то сознательное, что-то то, что меняет вашу жизнь к лучшему. Перевернутая двойка кубков — это не, скажем так, есть два таких общих значения. Во-первых, да, это изменение эмоций. И оно может быть негативным по отношению к вашей жизни. Это, допустим, может быть неразделенная любовь. Почему? Потому что человек активно влияет на ваш эмоциональный фон, но это вам не нравится. И это может быть ваша влюбленность, которая не разделяется этим человеком, и вы чувствуете грусть от общения с этим человеком, потому что не чувствуете взаимности. Вот у вас одна эмоция, вот у него другая эмоция. Если это эмоция другого человека, прямая двойка кубков говорит о том, что эти две эмоции как бы очень похожи. Да, и вам прям нравится, что человек своими эмоциями подпитывает ваши. Что вы своими эмоциями подпитываете эмоции другого человека. То есть вы постоянно вот переливаете, вот чокаетесь, все время переливаете вино, эмоции из одного состояния в другое. Они постоянно движутся, как вот пентакли в лимнискате. Вот. И общение с другим человеком пробуждает ваши эмоции, меняет ваши эмоции. Вот это чувство влюбленности, такое вот со взаимодействием. По тузу кубков вы влюблены в человека, но он об этом понятия не имеет. Это ваша ровная эмоция. Вы любите человека на расстоянии, как-то испытываете постоянный ровный эмоциональный фон. Там одиночество и тоски от того, что нет человека рядом с вами, он даже не знает о ваших эмоциях. А двойка кубков — это человек знает о ваших эмоциях, и он реагирует. Он отзывается вот на ваш кубок, на вашу эмоцию своим кубком, своей эмоцией. И вы прям чувствуете вот этот коктейль из ваших эмоций и его. И это для вас хорошо, это развивает, это движет ваши эмоции, ваша эмоция растет. Перевернутая двойка кубков, вы точно так же взаимодействуете с другим человеком, но тут может речь идти не о личных отношениях, а о каких-нибудь рабочих, допустим, да? Потому что мы, когда рассматриваем рабочие расклады на взаимодействие там партнеров по работе, коллег, начальника с подчиненным, да, тоже может выпасть эта двойка кубков. Если двойка кубков прямая, то получается так, что все хорошо, да? Вы что-то делаете, вам нравится ваша работа, начальник видит вашу эмоцию, ему тоже нравится, что вам нравится работа, ему нравятся результаты вашей работы, и его радость по поводу ваших результатов подпитывает вас эмоционально, и вы выпрямляете спину еще ровнее и говорите: да, я добьюсь успехов еще больше. А по перевернутой двойке вы недовольны работой, допустим, вы недовольны начальником, начальник показывает свое недовольство вами, негативную какую-то эмоцию, потому что эмоции, они могут быть прямыми, положительными, либо отрицательными. Тогда карта перевернута. Тогда вы показываете свою любовь к чему-то, а вам в ответ говорит: а я не люблю тебя. Да, вот это перевернутая двойка кубков. Это точно та же эмоция, только отрицательная. И там может быть два значения, конечно. Это влюбленность, которая вам портит жизнь, либо отказ в таких же эмоциях. То есть эмоции у вас не совпадают по перевернутой двойке.
и вам сложно, плохо общаться с человеком, потому что вы общаетесь с этим человеком, да, и ваше эмоциональное состояние ухудшается по перевернутой двойке, вместо того, чтобы улучшаться по прямой двойке. Знаете, как если вы радуетесь с человеком вместе чему-то, то и ваша радость как бы удваивается, да, радоваться, ну вот, например, по двойке кубков, хорошо радоваться вместе, хорошо радоваться с кем-то вместе победе своей там футбольной команды, за которую вы болеете, допустим, да, либо вместе смотреть какой-нибудь женский сериал такой эмоциональный, да, вот вы переживаете за главного героя, и соседка, которая вместе с вами пришла сидеть, смотреть этот сериал, тоже там слезу пустила, и вы чувствуете, что вот, да, это вот та же эмоция, и вам приятнее с кем-то разделять эту эмоцию. Это, ну, человеческое свойство такое от природы. Как это, всегда есть мороженое одному, невкусно ни мне, ни тебе, ни ему. Всегда приятно делиться этой эмоцией, чувствовать, может быть, другую чуть-чуть эмоцию, соседнюю, да, но тем не менее, если она направлена примерно в одном направлении, если они так чуть смешиваются, то становится приятно. Если же они в разные стороны, да, если эти эмоции выливаются из перевернутых кубков, то смысла в этом, конечно, мало. И зачем общаться с человеком, который постоянно вас раздражает своей неумерной эмоциональностью? Там, вот, допустим, кто-то все время ноет. Да, вот на работе у вас есть какой-нибудь персонаж, который постоянно всем недоволен, постоянно выражает свои негативные эмоции. Вы чувствуете по отношению к нему перевернутую двойку кубков. Потому что у вас эмоции другие по отношению к вашей работе. Вам нравится ваша работа, а кому-то не нравится. И вот он подпитывает вас своей негативной эмоцией, портит вам ваш вкусный напиток своим противным кислым морсом, да, или чем там, добавляет, вот. Вам это, конечно, не очень нравится. Вам не нравятся люди, которые ноют. Либо наоборот, у вас вот, допустим, что-то печальное случилось, вы испытываете какую-то печальную эмоцию, да. Допустим, там, вот не так давно умер кто там, Бельмондо умер, да, кажется. И вот вы грустите по этому поводу. А какой-нибудь другой человек рядом сидит и радуется по какому-то абсолютно другому поводу. И когда вы ему говорите, что ты такой веселый, Бельмондо ведь помер. Он такой, да, мне пофиг, у меня футбольная команда выиграла. И вы чувствуете, что это не та эмоция, которая вот подходит вам. И вы чувствуете вот несоответствие эмоционального фона вашего и соседа, партнера, того, кто находится рядом. Вот это перевернутый двойка кубков. Вот как-то так. Угу. Так, вот Оксана, да, хороший совет дает, как понимать, как работать с прямыми значениями. Оксана, я так помню, любит работать с прямыми значениями. Она сразу хотела работать с прямыми значениями. Вот, и у нее, ну, как бы временами шло тяжело, но когда она вот нащупала, как это делается, у нее прям хорошо пошло. Вот, то есть Оксана нас любит преодолевать трудности, сложности. Это, конечно, сложный путь, трудный, но научаешься на каких-то своих ошибках гораздо быстрее, и пусть это больнее, да, но научаешься гораздо быстрее, если сразу идешь по трудному пути. Как это? И тяжело в учении и легко в бою. Ну вот, это вот Оксана у нас такая. Хорошо. Про материальную сторону расскажете? Так про материальную сторону-то у нас были пентакли, да, мы уже до кубков добрались, у нас уже тут с вами 4-я стихия. Вот как-то так. Можно сказать, что у нас по кубкам идет чувствование эмоциональной разницы. Вот, и эта разница может вас радовать, да, вот, а может вас расстраивать. Все зависит от положения карты. Если прямая карта, то вы свои эмоции и эмоции партнера чувствуете, что они чуть разнятся, но они, как это, могут соединиться в одно. Либо происходит из одного источника, да, это у вас любовь и у человека любовь. Это разные любови, но тем не менее от их смешения вам вот становится приятно чувствовать свою любовь, продолжать, да, это как бы ответная эмоция человека. Если она положительная, вы радуетесь. Отрицательная, это, конечно, против вас. Что по работе, что в личном деле, особой разницы нет.
Вот такие у нас двойки. Собственно, что у нас по двойкам можно заключить, умозаключить? По двойкам у нас происходит разделение основной стихии на два потока. На тот, который был у вас изначально и который меняется. Либо на тот, который ваш, и тот, который другого человека. По двойкам вы начинаете чувствовать вторую сторону. Вы понимаете, что у каждого дела есть вторая сторона, вторая монета. Что в постоянстве есть постоянно заложенная идея движения вперед. Что есть какое-то желание, которое постоянно меняется, но вы должны помнить, что одно желание нужно жестко закрепить, чтобы оно было неизменным. Потому что от чего-то отталкиваться нужно. По двойке мечей вы чувствуете, что есть информация, но есть альтернативная версия, да, что есть две точки зрения. На любую проблему есть две точки зрения. И либо вы принимаете вторую точку зрения ко вниманию, либо она вам будет очень серьезно портить жизнь. Вот. Ну и по двойке кубков, опять же, вы чувствуете, что у вас есть эмоциональное отношение к какому-то вопросу, и есть эмоциональное отношение другой стороны, другого человека, либо ваша же эмоция, которая меняется потихонечку, постепенно от общения с другим человеком. У вас эмоция начинает расти, либо наоборот уходить в минус. Вот, как-то так. Как-то так. Вот, да, по соседним картам можно понять, как хороша карта, либо плоха. По соседним картам, по общему раскладу, по характерам двух людей, то есть, ну, по контексту, в общем и в целом, понять, хороша карта или нет, можно по контексту, если вы работаете только с прямыми картами. Это вот ответ на комментарий, скажем так. Вот такие дела, пироги. Такая система двоек. Какие-то конкретные варианты развития по двойкам мы рассматриваем с учениками с нашими, делаем расклады по этим двоечкам. Допустим, берем отношения двух людей и смотрим, что там может быть по этим двойкам. Допустим, если в отношениях между людьми двойка пентаклей выпадает, да, что они там чувствуют изменения какие. Если выпадает двойка жезлов, как могут развиваться отношения. И как могут развиваться отношения, если двойка жезлов прямая, либо перевернутая. Тоже вот. Либо что значит жезлы в мыслях, либо в чувствах, либо в каких-то реальных действиях, как она может выражаться. Все это мы разбираем на практике, а практике я уже обучаю. От того, что теория — это теория. Теорию я всегда выкладываю в свободный доступ. Это как бы база для обучения потом. Ну а практика — это то, что является моим опытом, и то, что я имею право монетизировать, как бы, да, это мой личный опыт, который должен быть перетоплен, перекачан как-то, да, переплавлен во что-то физическое. Это то, что я уже имею право эмоциональное, логическое, да, как-то продавать для того, чтобы другим людям тоже можно было пользоваться. Вот. Так-то теоретическая информация, вот она вся предоставлена, пользуйтесь на здоровье, да? Как это? Дом свободный, живите кто хотите. Как в этом самом было, в Простоквашино, да? Двойка мечей может выпасть на позицию про зарплату или бизнес. Как тогда ответить, в ней есть деньги или нет? Ну, во-первых, двойка мечей — это скорее, если вопрос о деньгах, да, и вам выпадает двойка мечей, то, скорее всего, тут речь о том, что у кого-то есть альтернативная точка зрения на то, сколько денег вам надо платить. И тут нужно поспорить с человеком. Ну, как поспорить? Разумно поспорить, да? Подискутировать. Потому что грамотная, разумная дискуссия, да, это двойка мечей прямая. А вот бессодержательный спор с препирательствами и доказыванием только своей точки зрения — это перевернутая двойка мечей. По сути, одно и то же, вы доказываете свою точку зрения, но все зависит от того, как вы это делаете. Разумно, аккуратно, по-умному, как опытный фехтовальщик фехтуете, либо как вот лось по кукурузе несетесь, сшибая рогами початки. Да? И мало к чему это приведет хорошим. Вот, то есть, по сути, двойка мечей может выпадать в раскладах на деньги. Это значит, что вам нужно договариваться. Договариваться, прояснять свою позицию, почему вы столько хотите денег. Ну вот. А у человека может быть другая точка зрения. Он может считать, что вам деньги вообще незачем в этой ситуации, и вы должны отстоять свою точку зрения. Нет, нужны.
Я не буду вам платить за вашу услугу. Я тогда не буду вам эту услугу предоставлять. Вот. Поэтому двойка мечей это чаще про необходимость договариваться. Там вряд ли будет так, что вас устроит сразу то, что есть. Нужно будет отстаивать свое. Это такая карта скорее про активность. Как всегда, прекрасная лекция, благодарю. Спасибо за теплые слова. Можно узнать, сколько стоят практические занятия. Практические занятия. Смотрите, во-первых, есть видео на канале о наборе в группу. Там озвучивается стоимость. Но это стоимость на осенний курс. На зимний курс, так как народу желающих очень много, в разы больше, чем я могу обучить, поэтому, я немного подниму стоимость, вот, просто чтобы спокойнее работалось, вот, чтобы я не думал больше ни о чем, ни о консультациях, ни о прочем, хотя и консультации я тоже веду. Какое-то время нужно находить. Поэтому законы рынка существуют не просто для того, чтобы мы о них знали, а для того, чтобы мы их соблюдали. Поэтому если такой какой-то безумный спрос на мои лекции, то, соответственно, цену будем немного поднимать. Сейчас это порядка $300 за весь курс. Вернее, 300 евро за весь курс. Подниматься будет где-то процентов на 20, наверное. То есть, порядка до 400 евро где-то будет стоить. Там 40 лекций. 42-часовых лекций практики, где мы на каждой лекции разбираем какие-то реальные расклады, примеры, какие-то, смотрим, как карты именно работают, взаимодействуют. Вот. Как-то так. В любом случае, когда я буду набирать зимний курс, это будет в декабре, вот тогда я уже буду выкладывать точно информацию по стоимости. Нужно еще сесть, просчитать рентабельность, это вот все, я очень не люблю все эти штуки бухгалтерские, то есть нужно еще с бухгалтером будет своим пообщаться. Вот, и только после этого, ближе к декабрю, я смогу сказать точную стоимость зимнего курса. Вот, там уже 50 человек желающих, поэтому, как я буду опять выбирать из тех, кто желает, будем смотреть ближе к декабрю. Пока вам ничего толкового, конкретного сказать по зимнему курсу не могу. Пока вот у нас осенний курс в разгаре. Добрый день. Вы пробовали использовать древо сферот как алгоритм решения проблемы клиента? Чтобы использовать сфероты, нужно быть немножко иудеем, скажем так. Да? Нужно немножко знать хорошо кабалу. Вот, а в кабале я не силен. Вот, поэтому сфероты я не рассматриваю. Это просто еще одна из систем мировоззрения, как и астрология, как и таро, как и нумерология, как и алхимия. Кабала — это просто, скажем так, умение видеть мир с практической точки зрения, как что-то сделать, чтобы получилось что-то хорошее, правильное. Это логичное объяснение, скажем так, мироустройства в высшей системе философии, высшей практической философии иудаизма. Вот, я не силен в этом, поэтому я не использую сфероты вообще никак. Вот. Но это интересная система, если вы вот заинтересовались этим, вам может быть очень интересно. Поэтому, Юлия, вы попробуйте. Всегда стоит пробовать что-то новое, то, что вас заинтересовало. Это может сработать. И может сработать хорошо. То, что у меня это не очень работает, не значит, что у вас работать не будет. У меня вот астрология хорошо работает, а у кого-то другого она не очень хорошо работает. Либо у меня вот образное мышление работает хорошо. Да, я понимаю, что значит эти картинки, я могу прочувствовать эти картинки. У меня эмпатия хорошо развита. Не у всех так развита, но это не значит, что нужно делать только так, как я сказал. Да, я рассказываю, как это, свой путь. Перевернут туз и двойка мечей. В чем отличие? И там отстаивание своей точки зрения. Понимаете, по перевернутому тузу вы отстаиваете свою точку зрения, не считая с точки зрения другого человека. То есть вы по перевернутому тузу вы не можете понять, как так вас не понимают, вы же правы. И отстаиваете свою точку зрения, не прислушиваясь и не принимая во внимание другую позицию вообще совсем. То есть вам кажется, что вы-то точно правы, а все остальные просто дураки.
А вот по двойке мечей, по перевернутой, вы понимаете, что ваш собеседник не дурак, у него своя точка зрения, он ее отстаивает, он может ошибаться, конечно, но он отстаивает свою точку зрения, а я отстаиваю свою точку зрения. И это две разных точки зрения. Вот туз мечей это такая вот однозначная точка зрения, да? А вот двойка мечей это уже понимание того, что есть две точки зрения, есть два вида информации. Человек может так понимать, а может так понимать. Вот. Та-та-та-та-та. Если откаты от Таро, нужно ли родственникам таролога платить за расклад? Или это тоже относится к тому, что человек устал и никаких откатов нет? Откаты это ваше внутреннее чувство. Понижение там энергичности после работы с Таро. Вы просто устаете, вот и есть откат. Ну, как бы, как по мне, это так. Если вы уже прям чувствуете, что вам из карт Таро пришла какая-то ответка такая, да, вы начали чувствовать какую-то негативную эмоцию, связанную именно с раскладом, но это значит, что вы слишком глубоко погрузились в эмоции человека и слишком много как бы хапнули этой эмоции. У меня вот так называемые откаты были после того, как я много лет назад работал в Бресте, еще в Беларуси, работал с ребятами из внутренних органов, которые там расследовали какие-то убийства застарелые, да, нерешенные дела, висяки, так называемые. И вот там были очень жесткие такие ситуации с ножевыми ранениями. И вот мне прям физически после работы по таким вопросам, я прям вот физически чувствовал нехорошо себя. Вот мне прям плохо было туловищу моему, телу, да, скажем так. Ну вот это может быть откат. Просто вы слишком глубоко погружаетесь в эмоции, слишком глубоко погружаетесь в ситуацию и не умеете выбираться из этой ситуации, чтобы вас все это стекало, как с гуся вода. Есть определенные там ритуалы по снятию с себя вот этого лишнего, скажем так, негатива, да. Ну вот, у каждого они свои. Мне достаточно было... Но это то, что вам помогает как бы оформить отказ от лишней эмоции. Да? Некоторые просто делают так, как-то вот так вот собирают, виртуально там собирают какие-то вот эти эмоции. Я скомкал как бумажный листок и выкинул. Все это. Кыш-кыш, уходи плохое, да? Что-то в этом плане. Мне хватало руки помыть, лицо умыть, и мне как бы уже становилось легче. Не то, чтобы я прям ощущал, как я смываю с себя чужие проблемы, бла-бла-бла. Это вот я не настолько повернутый. Вот, мне просто вот... Я заметил, что если я умываюсь, да, после работы, мне как бы становится легче. Может, это физически просто связано. Неважно. Это работает, значит, это работает. Нормально. Вот, как-то так. Добре, хорошо, будем заканчивать. Вот такая вот лекция у нас получилась. Такое вот у нас по двойкам. Напомню, что если нужна консультация, пишите в WhatsApp, либо если WhatsApp опять забарахлил, пишите в телегу, в Telegram. Вот все контакты есть в описании к этому видео. Нужно обучение, поищите ссылочку на канале, есть видео на канале по обучению. И те, кто впервые на эфире, вот 57 человек смотрят одновременно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Это очень помогает развивать канал. Я буду вам очень за это благодарен. Да и вообще мне просто будет приятно. Я люблю смотреть, что там мне пишут приятного. Всегда отзывы такие очень как бы теплые. И ну, я иногда захожу в комментариях запитаться вот этой положительной энергетикой и почувствовать себя нужным людям. Вот за это вам спасибо большое, конечно. Ну что, увидимся. Я надеюсь, в четверг, может быть, получится. Хотелось бы 2 раза в неделю выпускать видео, но тут уж как получится. Обещать не могу, буду только, будем посмотреть. Постараемся. Все, спасибо и до новых волнующих встреч. Всем пока.